Hi everyone, с вами Ева Лорман, и в этом видео я покажу вам классную мужскую стрижку. Let's go, друзья! Степ 1 или первый шаг в этой стрижке. Стрижем машинкой с насадкой 6 миллиметров. 6 миллиметров – это насадка номер 2. Размер головы у всех людей разный. Поэтому ориентир, до какого уровня стричь насадкой номер 2, это начало лобной впадины, которое я обвела красным кружочком. Стрижем по всей окружности головы. Степ 2 или второй шаг. Стрижем машинкой с насадкой 3 мм или насадка номер 1. Уровень второго шага немного сложнее, чем первый. Начало идет от височного выступа. И к затылочной зоне уровень идет по диагонали вниз. Начало между первым и вторым шагом 2-3 сантиметра, а середина 4-5 сантиметров. То есть мы должны понимать, что на затылке мы немного опускаем вниз второй уровень. Машинкой стрижем против роста волос. Всегда смотрите на рост волос и стрижем против роста волос для более чистой стрижки. Стрижем неоднократно по одному и тому же месту. Степ 3 или третий шаг. Наш клиент хочет такую стрижку, и я буду сейчас стричь челку. Челка в данном случае стрижется параллельно краевой линии роста волос. Данная стрижка подойдет для мужчин, у которых практически нет залысин. Если они есть, то придется длину на залысинах оставлять. Стандартно длина челки в этой стрижке 1 сантиметр. Степ 4 или четвертый шаг. Посмотрите на этого чувака, с которого мы копируем стрижку. Верх стрижки у него имеет более треугольную форму, которую я обвела красным цветом. Мы будем создавать сейчас именно такую форму стрижки в теменной зоне по вот этой схеме. Отделяю прядь на затылке и стригу, ориентируясь на степ 1. Верхняя часть пряди 2 сантиметра. Следующий шаг. Стригу 2 сантиметра, переходящие в 3 сантиметра. Положение ладони всегда немного приподнято. И ориентируюсь на предыдущую подстриженную прядь. Фаланги находятся именно на контрольной предыдущей подстриженной пряди, а ладонь немного выше,
на 1 сантиметр примерно. Таким образом, я подстригаю контрольный ряд, который имеет форму удлинения к челке. Ширина этого ряда примерно 3-4 сантиметра. Я создала массив волос по центру головы. Степ 5 или пятый шаг. Стригу образовавшиеся треугольники между степ 1 и степ 4. Соединяю степ 1 и степ 4. Прохожу по всей окружности головы. Степ 6. При соединении степ 1 и степ 4 образуются погрешности, которые надо подстричь вертикально. Эта линия среза должна быть максимально вертикальна и направлена вверх. Стригу по всей окружности головы. На левой стороне стригу внешним срезом. Все погрешности, которые вижу над пальцами, надо обязательно подстричь. Степ 7 или 7 шаг. Работаю машинкой на расческе. Машинка без насадок. Расческа для этого способа должна быть достаточно широкой и длинной, так как рабочая поверхность, по которой мы будем работать машинкой, примерно 6-7 сантиметров. Стрижем все волосы, которые видны на расческе. У данного метода существует определенное направление. У клиента была родинка, надо быть аккуратней в таких местах. Вот оно направление. Расческа ходит по вот этому направлению. Чем тщательнее будет выполнен этот шаг, тем лучше и качественнее мы сделаем переходы между насадками. Степ 8 или 8 шаг. Работаю машинкой без насадки с длиной ножа 1,7 мм. В других машинках это положение называется открытый нож. Если у вас не регулируется длина ножа, не расстраивайтесь. Стригите тем, что есть, ну а разница будет, ну, небольшая. Делаю сначала окантовку. Рука хорошо зафиксирована на шее клиента.
Стрижем сначала сверху вниз, а потом снизу вверх. Во время стрижки окантовки рука должна быть очень хорошо зафиксирована на клиенте. Окантовку стригу по всей окружности головы. Затем этой же длиной прорабатываю впадины, которые видны в виде затемнений на уже простриженных зонах. В итоге я получаю вот такую стрижку с плавными переходами из зоны в зону. То, что было, то, что стало, получили практически аналогичную стрижку. Не могу сказать, что все очень просто, но и ничего сложного. Главное следовать именно тем шагам, которые я расписала. Наверняка у вас возникнет вопрос, как же эта стрижка называется. Я могу вам так сказать. Клиент пришел, пальчиком ткнул и показал, как его подстричь. Вообще клиенты в 99% не знают названий стрижек. Ему самое главное, чтобы его подстригли так, как он показал на картинке. А вообще подпольное название этой стрижки кроп. Хотя в оригинале кроп более угловатый вот в этом месте. Такие точные элементы стрижек хорошо делать не на блондинах, а на темноволосых мужчинах, потому что будет просто виднее. А если перед нами блондин, то стараться делать ему графичную стрижку почти ничего не будет видно. Старания такие будут практически не видны на блондинах. Благодарю вас всех, мои дорогие друзья, за такое активное участие в моем канале, за то, что вы очень много задаете мне вопросов и пишите офигенные комментарии. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман, и до встречи в новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.